представьте, вы выходите из подъезда, а прямо перед вами в паре метров с грохотом проходит товарный состав. Еще 100 лет назад на Дербеневской это было нормой. Мы пройдем от жилых домов к бывшим фабричным территориям и дальше по этому району, чтобы понять, как человек работал, спал и учился внутри этого конвейера. И почему эти следы никуда не делись. Погнали! Представляете, да? Те самые рельсы проходили прямо здесь, между жилыми домами. Постоянно ходил маневровый поезд, вибрировала земля. Сюда везли ткань, уголь, химикаты, обратно уже готовую продукцию. Люди выходили из подъездов и ждали просто, пока пройдет состав. Иногда тень вагонов полностью перекрывала окна первых этажей. И в какой-то момент, наверное, уже местным это все переставало казаться странным. Все было обыденным. А вот это вообще напоминает домик станционного смотрителя. Ну и поезд, конечно, шел в ту сторону, отсюда, ну и туда. Ну и вот так, по факту, в 20-е века выглядел обычный, типичный, фабричный спальный корпус. Вход с этой стороны есть и еще центральный. Для многих рабочих дорога до работы, до станка буквально занимала пару минут. Вот центральный фасад, никаких балконов. Ну, чтобы понять, зачем вообще поезду было здесь нужно, как говорится, заезжать между жилого двора, нам нужно пройти чуть дальше на саму территорию фабрики Циндель. Но прежде я все-таки хочу войти в подъезд, посмотреть, как там все устроено. С виду все это дело напоминает Морозовский городок. Кто-то цветы высаживает. Там вон еще один корпус. Пойдемте посмотрим, как раньше жили люди, ну и как сейчас живут. Двойное остекление, большие окна, металлическая лестница. Все как в Морозовском городке. Помните из Твери видео? Здравствуйте. Какое остекление. Люди цветы высаживают. Здрасте, а можно я с окна сниму? Не помешаю? Спасибо. Это у вас что-то вроде балкона, да? А балкона уже нет в квартире? Здесь не бывает. Это Не бывает? Балконов не было. Ага. Ну это же бывшая казарма, так сказать. А можно задать вопрос вам? А вот на самом этаже, на последнем, там тоже квартира, да? Огромный холл, широкие лестницы, металлические окна, то есть попадает свет сюда. Здесь светло. И меня заинтересовало вот там. Это тоже квартира, что ли? Женщина говорит, что квартира. Потолки под 3 метра здесь. И на этаже сколько? Раз, два, три. 4 квартиры. Да, это как Морозовский городок. Все строилось, наверное, плюс-минус по одному проекту. Конечно, пыль подкрасить, убрать, и красота.
Друзья, пишите, хотели бы здесь жить, в таком доме? Ребят, это соседний корпус, я еще узнал информацию. Почему женщина-то в подъезде сказала, что это общежитие? Это действительно общежитие. То есть мы зашли с вами в центральный подъезд, так назовем его. Там по 4 семьи в комнате. То есть у каждого своя комната, общий туалет, общая кухня. Вот здесь торца, здесь двухкомнатные, ну, на двух хозяев. То есть вот в том доме, в который мы заходили. Я про него конкретно говорю. То есть торца двухкомнатные, в середине 4 на 4 хозяев. Статус общаги вроде как сняли, сейчас квартиры, но по факту ты живешь в коммунальной квартире. Это коммуналка. Честно, я удивлен, что в Москве еще есть коммуналки. Я думал, Москва уже всем квартиры раздала, но вот так бывает. Потолки по 4,20. Представляете, 4,20. Никаких 3 метров. 4,20. Все, а теперь мы с вами идем на фабрику. Я сейчас стою на территории бывшей фабрики «Циндель». Вокруг такой обычный офисный квартал. Стекло, парковки, современные вывески. Но если убрать всю эту мишуру, здесь до сих пор чувствуется совсем другая атмосфера. Атмосфера именно другого города. Посмотрите на этот красный кирпич. Длинные корпуса. Когда-то это была одна из самых больших текстильных фабрик в стране. Но самое интересное, тут даже не то, сколько тканей здесь делали, а то, как все это вообще построили. Это был не просто такой набор зданий, а продуманная, полностью продуманная до мелочей система. Настоящий город в городе. И все работало как единый механизм. Посмотрите на эти часы. Когда-то весь район начинал жить по их сигналу. Фабричный гудок. И стрелки запускали рабочую жизнь, рабочий день. И дальше уже все двигалось в таком, наверное, одном рабочем ритме. Логистика, движение, работа. В Европе, кстати, точно так же выглядели текстильные кварталы Манчестера. Его так и называли хлопковый город. А это уже что-то из современного. Но смотрится красиво. Издалека я даже сначала не понял, что это. Книги, часы, леопарды, слон. Интересная работа. Вы заметили, что никого практически нет? Сегодня выходной день. Здесь сейчас офисные, как говорится, офисные здания, офисные клерки. Магазины есть, кафешки, но место, по сути, вообще не тусовочное. То есть это не хлебозавод, а вот рабочий квартал в данный момент. Только раньше рабочие физически трудились, а теперь, наверное, умственно. И у этого места еще есть такая мрачная история. Я бы назвал это красотой на самом деле. Мне нравятся кирпичные здания, красный кирпич. И, как говорится, у этой красоты есть мрачная изнанка. Самая жуткая трагедия здесь случилась в 1915 году. Это было как раз-таки во время Первой мировой войны. В Москве тогда начался такой жесткий антинемецкий бунт. Пьяная толпа ходила по фабрикам, по улицам этим фабричным и громила любые конторы с немецкими названиями. В принципе, это было по всей Москве, но здесь это было больше всего, как говорится, жестче. Она потому что стала такой главной мишенью. Сюда ворвались погромщики, все разнесли, а пожилого немца, директора, поймали прямо здесь, во дворе, и забили камнями насмерть.
В общем, вот такая вот трагедия. Но погромы — это разовый кошмар. А ведь до этого люди здесь десятилетиями жили в повседневном кошмаре, о котором я сейчас расскажу. Я здесь реально хожу между кварталами, и все это походит на огромный город с пустыми пространствами. Если бы не те высотки, подъемный кран, наверное, и нельзя было бы сказать, что я где-то в будущем. Все-таки это прошлое считывается во всем этом. Пойдемте посмотрим еще с той стороны, что есть. Когда я заходил в начале, я слышал, там что-то работает, какие-то предприятия. Ну и слышите, наверное, гул. Что-то гудит. Возможно, до сих пор какие-то предприятия работают. Не думаю, что в каком-то огромном таком масштабе. А может, вообще кондиционеры гудят. Вытяжка. Но кварталы огромные. Вот еще один. Одна улица. Здесь все в улицах. Вот и представляете, что здесь также ходил поезд, который шел потом к домам, между домов. Интересное ощущение. Ходишь один. Я поймал себя на мысли, так же аналогично было, когда ковид был. Помните? Когда сидели по домам все, выйдешь на улицу, и никого нет. Ну, я выходил, потому что сидеть дома я не люблю. А вот здесь история, смотрите. То есть мы можем по факту прочитать всю историю этого места вот на этом заборе. С начала 2017 года на фабрике меняется система управления, власть администрации теперь контролирует избранное лицо. Ну, честно, я не приветствую такие дела, потому что люди строили бизнес, вкладывали деньги, потом кто-то пришел и все забрал. Пришел, все забрал и в какой-то момент все развалил. Но вот в СССР. СССР хлопчатобумажная промышленность. Циндель. Эмиль Циндель. И издалека увидел вот такая плита, герб Советского Союза, Спиридонову в 1922 году убитому. Я так понимаю, что он убит здесь был в 1922 году. Еще одна стена, что-то вроде мурала, наверное. Ну, смотрится красиво. Во! Чистая Англия, о чем я и говорил. Английский автомобиль. То есть художник тоже сравнил это место с Англией. И на английском фасаде висит кондиционер. В общем, внутри цехов использовали тяжелые химикаты, воздух был плотным, работа каторжной. И да, сюда приходили еще и дети с самого раннего возраста. По факту для многих из них фабрика была одновременно и домом, и школой, и местом работы. И чтобы этот живой конвейер не останавливался ни на минуту, руководство фабрики даже пошло еще дальше. Мы как раз таки сейчас выходим на Дербеневскую улицу. Так, друзья, Дербеневская, дом 10.
Это дом служащих. 5 этажей. И на самом деле здесь отчетливо видно, насколько глубоко пространство фабрики забиралось в жизнь человека. 2 подъезда, 5 этажей, кирпич. По факту его специально строили для служащих мануфактуры. То есть компания возводила не только цеха, но и создавала такую общую среду вокруг себя. Жилье, магазины, инфраструктура. Представьте, прямо напротив когда-то стоял даже свой магазин. Фабричный универмаг. Получается, что человек мог прожить всю жизнь в одной такой вот системе. Он здесь работал, жил, спал, здесь же покупал продукты. Это был своего рода мир в изоляции. Фабрика, городок, фабрика, городок. Вспомните Тверь, Морозовский, потом Высоковск, там тоже подобная ситуация. Фабрика, городок. То есть человек должен был жить, работать, все в одном месте. Не надо было никуда ему ехать 2 часа, как в нынешних, как говорится, условиях. Проснулся и вперед пахать. Хочу еще во двор зайти, посмотреть этот масштаб. Но здание очень большое. И шел, когда вдоль улицы, оно тоже показалось мне длинным, каким-то широким. Ох ты, ничего себе, здесь двор-то огромный. По факту здание буквой П. Слушайте, ну огромный двор. Огромная площадка. И здесь нифига не 2 подъезда. То есть там было 2 подъезда, а вот они все подъезды во внутреннем дворе. Ну да. Жалко только, что здесь просто бетон и автомобили. И никакой зелени. Ну, людей, наверное, так устраивает. Вот и представьте, где жили люди и как они жили. И сколько здесь людей было. Тысячи, наверное. Ну, маленький дворик есть, детская площадка. Переговорил сейчас с человеком. То есть вот в этом доме, с его слов, сейчас квартиры минимум начинается от 100 квадратов. 100-200 квадратов, и это не предел. Потолки выше 3 метров, живут люди, и вроде как даже в последнем подъезде живет какой-то министр. Какой министр, не знаю. Но мне не интересно. Это вот тоже, видите, фабричные корпуса. Здесь, на самом деле, я говорю, я хожу и чувствую, как будто бы я на производстве, вот в другом городе, где-то в Англии. Да, я буду сравнивать с Англией, потому что это прямое, мне кажется, прям вот хорошее сравнение. Но на самом деле здесь все вообще было устроено сложнее и тоньше, чем кажется. Сейчас вам покажу одно здание, и вы тоже поймете, о чем я говорю. Мне нужно пройти только корпуса для проживания, так называемые общежития. Вот они с правой стороны у меня сейчас начнутся. Видите, я хожу все в пределах одного района. Буквально от каждого здания ходьбы тут минут 10, ну не больше 15 минут точно. То есть жилье, работа, все рядом. Мусоровоз тут, наверное, минут 15 разворачивался. Ждал его. Когда же ты развернешься, чтобы мне начать? В общем, смотрите сюда. Сейчас это центр творчества с огромными окнами, чтобы внутрь попадало много света.
Ну а когда-то здесь работало начальное училище для фабричных детей. Днем абсолютно бесплатно учили малышей, а по вечерам уже прямо после тяжелой работы, после тяжелой смены, за эти же парты садились сами взрослые рабочие. В общем, работа и обучение шло такое, все в одном ритме, не останавливалось. Учеба, дом и работа. Все в пределах досягаемости одной улицы. Кстати, из личного, моя бабушка тоже работала на шерстомойке, поэтому я не понаслышке знаю, какой это каторжный труд. Она отработала больше 20 лет на производстве, получила квартиру, конечно же, но когда была уже в возрасте, старенькая, болели руки, ноги, потому что, ну, сами понимаете, что такое производство, еще и шерстомойка. В общем, вот такие вот дела. Ну а позже это здание стало таким обычным советским ДК. Но его первоначальная функция по факту осталась. И прямо за фабрикой начинался старый ремесленный район Кожевники, где производство было еще задолго до самой фабрики. И вот здесь начинается такой резкий разрыв. Смотрите, это каменные палаты 17 века. Стоят недалеко от огромных индустриальных корпусов 19 века. Разные эпохи, которые не сменили друг друга, а просто остались жить на одном пятачке. И между этими эпохами было то, что их объединяло. Место, куда люди шли и в 17, и в 19, и в 20 веке. Храм Живоначальной Троицы в Кожевниках. И он тоже не стоял сам по себе. Храм также был встроен в фабричную систему. Сюда рабочие мануфактуры приходили молиться перед тяжелыми сменами. И здесь же, в этих стенах, уже отпевали тех, кто от бешеного темпа такой вот фабричной жизни не выдерживал. Но если человек выживал, система все равно его вела до самого конца. Я сейчас вернусь, выйду когда с этой территории, покажу вам место одного здания, и вы поймете, о чем я говорю. Вот это уже здание, это 1934 года постройки. По факту после, как говорится, революции. Да, это место нам бы тоже могло о многом рассказать, если бы стены могли говорить. XVII век. Ну, здесь какая-то стройка идет. Все разрушают. С той стороны тоже, видите, что-то происходит, что-то делают. А, здесь реставрация. Ну, а там дальше, видите, возможно, корпуса также какие-то были. Колокольня. Ну, когда-то можно было подняться, так понимаю, пройтись по верху. Церковь по факту в низине стоит, потому что там вверх, я оттуда, видите, спускался. Посмотрите, как вход сделан. Слева, справа колонны. Служба идет. Территория хорошая, зеленая, ухоженная, все чистенько. Ну, вот эта постройка, конечно, 1934 года, она совсем сюда не вписывается. А здесь какой-то НИИ, по-моему, находится. Ну, изначально его и строили. Как НИИ. Здесь видите что-то вроде сада, яблоки, груши, черешня. Детская площадка
Ну и пойдемте покажу здание. Как раз таки нужно выйти с территории. И оно у нас с правой стороны. Тоже некогда была территория общая у этого храма. Но здание, видите, оно осталось в данный момент за забором. И совсем в данный момент у нее совсем другая история. Но то, что происходило в те времена, когда здание входило в состав церкви, сейчас вам расскажу. Смотря на это здание, что вы можете сказать? О чем оно? Что это такое? Я думаю, никогда бы не догадались. А это, между прочим, сохранившееся напоминание еще тоже о той эпохе. Сегодня этот дом выглядит как самая обычная жилая коробка, мимо которой, я уверен, многие бы из вас просто прошли мимо. Ну, так же, как и я в свое время, пока не узнал историю этого дома. 2-й Кожевнический переулок, 10/11. Под всеми этими поздними надстройками советской штукатурки скрывается бывшая Петроникольская богадельня. И именно здесь когда-то доживали, кто не мог работать из-за старости, ну, в общем, те, кто не мог стоять у станка. По факту тоже такой элемент, наверное, огромного фабричного монстра. И по факту он сейчас совсем растворился в современной Москве. Вот так история зашивается за, условно говоря, современными фасадами. Я не знаю, каково здесь жить. Было бы интересно пообщаться, знают ли проживающие в этом доме, в данном случае в доме уже, что здесь было до этого. А пойдемте посмотрим, что там во дворе. Так вот не узнаешь с виду. Дом да дом. Он еще и одноподъездный, смотрите. Эти все балконы уже были надстроены. 31 квартира. Да. Я бы тоже никогда не подумал, проходил мимо. Знали, что здесь такое может быть? Кто знал, пишите. Самой фабрики уже давно нет. Поезда между жилыми домами больше не ходят. Но вся структура этого района никуда не делась. Ее просто перестали замечать. И это только один район Москвы. Таких мест в городе больше, чем кажется.